Всем привет, дорогие друзья! В этот раз решила взять вас с собой в одни очень уютные выходные. На этот раз в Беларуси. Мы приехали в сказочное место, не побоюсь этого слова, визитную карточку Республики Беларусь. Беловежскую пущу. Эти выходные проведем в компании моих друзей, которых вы уже видели в видео про Голубые озера. Но в этот раз мы ночуем не в палатках, а арендовали вот такой вот домик вблизи Беловежской пущи. Пока все спят, мы с вами осмотримся. Все территории здесь белорусский антураж, такой, знаете, деревни. Здесь есть пасека, ну прям настоящий деревенский дом, только с горячей водой. В это очень сложно поверить, но сейчас уже конец мая, и посмотрите, в чем мы ходим, просто в зимних костюмах. Погода очень сомнительная. Мы заранее планировали этот трип, не ожидали, что будет так холодно, поэтому крестим пальчики, чтобы сегодня не лил ливень весь день, и чтобы мы с вами посмотрели на красоты Беловежской пущи. Мы прибыли на пункт покупки билетов. Здесь можно брать велосипеды в прокат, ездить на велосипедах, но мы решили пойти в конкретно 3 локации по пешему маршруту. Погоду нам все-таки не повезло, пошел сильный дождь, поэтому я уже в дождевике. Можно подойти к такому информационному полю, посмотреть, что здесь вообще есть, цены, питание, конечно же, нас волнует. Вся информация в одном месте. Чтобы вы не потерялись, сразу здесь есть указатели. Мы сейчас идем в вольеры. Несмотря на погоду, мы все-таки решили в дождевичках пройтись по Беловежской пуще. К сожалению, за все время проживания в Беларуси я ни разу не была в Беловежской пуще, за что, конечно же, испытываю некоторый стыд. Ведь Беловежская пуща — это часть нашей аутентичности, это великое место. Но, как часто бывает, до самого главного мы добираемся не сразу. Мы пришли в вольеры для животных и купили корм. Будем кормить зубров. Да. Так выглядят вольеры. Небольшая территория, но сейчас будем смотреть местных жителей. Дружок. Какой красавчик. Они такие милые. О, все, прибежал. Красавцы, реально смешно. Дим, ну как ты без такого будешь жить? Да, десятку надо закинуть. Ну ладно. Еще у меня такой вот клык теперь есть. Сувенирчики из Беловежской пущи, ребят. Немножко принарядили, посмотрите, ну. А мы направляемся к символу Беларуси, не побоюсь этого слова, к символу Беловежской пущи, к зубру. Дим, хочешь увидеть зубра? Да. Я видел, честно говоря, много раз. Да, много раз мы видели зубров в Могилевском зоосаде. Кстати, если хотите увидеть обзор и влог из Могилева, обязательно пишите в комментариях, потому что есть такая идея. Я уже вижу зубров и маленького зубренка. Сейчас я вам покажу. Посмотрите только на этих красавцев. Она главное животное. Здесь можно посмотреть зубров в вольере, но все-таки в Могилевском зоосаде зубры ходят просто по полю, по лесу. Вы можете видеть зубров более в естественной среде обитания, ездя на поездочке по этому полю. Тут просто они живут в вольерах, эта семья. Посмотрите, это тарпоновидные лошади, какие же они красивые. Будешь хлеб? Посмотрели все зубки. Смотрите, какие же они красивые, ну невероятно просто. Какой ты красавица или красавчик, очень красивые. Настоящие белорусские угощения, сало, тарелочка солений, тепленький хлебушек. Мы заехали в ресторан «Беловежская пуща» на обед, но нас оказалось не 7, а 8, потому что у меня сел клещ прямо на шею, поэтому сейчас все обедаем. Наша экскурсия немного прервалась больничными делами, ребята едут со мной выкручивать клеща, да, поддержка. Все вместе крутиться. В общем, да, едем крутить клеща вместо того, чтобы смотреть Беловежскую пущу. Давай рассказывай, что. Все, мне вытащили клеща. Ну все, супер. Сказали,
Дай-ка посмотрю. Красная. Сейчас 2 таблетки, большим количеством воды запивать, сказали, может тошнить. От таблеток. Вот и следите, если будет красная, либо температура, то обращаться я ничего не вижу. Вы видите что-то? Да нет, нет ничего. Да вообще ничего нет. Клеща вытащили за минутку, прописали мне выпить доксицилин, 2 таблеточки за раз, и следить за состоянием так, что будем надеяться, что пассажир не был заражен. Ну, возвращаемся в Беловежскую пущу. Мы взяли вот такой вот чаек на пушанских травах. Сейчас будем пробовать. За здоровье. Блин, прикольно. Он такой, я не знаю, какие здесь травы, но такое впечатление, что как будто чабрец какой-то. Пущанский. Пущанский. Пущанских трав. Да, в общем, обязательно зайдите в лесную сказку и возьмите чашечку пущанского чая за 1.20 рубль. Мы пришли в музей природы, и сзади меня находится карта Беловежской пущи 1902 года. Зубр в натуральную величину. Выглядит, я вам скажу, ребята, очень правдоподобно. Как настоящий. Инсталляция того, как жили местные жители в Беловежской пуще еще до нашей эры. Очень классная детализация. Даже в костре видно огонек, стрелы, жилища и, конечно же, добыча. А вот лошади, которых мы видели с вами в вольерах, ну, они прям один в один, как настоящие. Эта зимняя инсталляция выглядит очень, вот просто потрясающе натурально. Еще здесь есть звуки ручейков. Еще одна история. Первая о том, как мне сегодня не везет и везет одновременно. И второе, насколько здесь, в Брестской области, хорошие люди. Бронила свою линзу от камеры. Ну, я просто логически подумала, что, наверное, она в туалете. Я вернулась в музей, чтобы найти ее, но линзы не было. Я встретила в туалете женщину, которая убирает там, и она спросила: вы что-то ищете? Я говорю: да, я потеряла черненький квадратик. Она говорит: я его видела. В общем, мой квадратик отлетел на 3 кабинки вперед, и она исследовала все мусорки, она одела перчатки и нашла мою линзу, представляете? Отдала мне ее, она была такой добродушной, она пожелала мне хорошего дня, она меня даже обняла. Я не знаю, но это настолько мило. Я просто в шоке, я удивлена, насколько здесь действительно искренние и добрые люди. Интересный факт, что этот лес является одним из древнейших лесов Европы. И здесь даже есть дерево, которому 600 лет. И я покажу вам его завтра, потому что завтра мы вернемся в Беловежскую пущу. За один день оказалось, здесь нельзя посмотреть даже и маленькой части. Но сейчас я вам покажу дерево, которому 300 лет. Это дуб-отшельник. Ему целых 300 лет. Раньше на нем было 3 основные ветви, но ураган повредил одну из ветвей, и на месте 3-й ветви сделали вот такую инсталляцию. Внутри дуб, конечно, выглядит уже достаточно болезненно, но на дубе я вижу молодые листики, поэтому дуб еще жив. А сейчас едем в баню. В магазине местном продают варенье из сосновых шишек. Очень хорошо при кашле и при болезнях разных. Приветики, доброе утро, ребята. Приветики. Ребята, в отличие от вчерашнего дня, сегодня нам сказочно повезло с погодой, поэтому мы снова отправляемся в Беловежскую пущу, но сегодня уже на экскурсию. Остановись. Раз, два, три. Поедем на обзорную экскурсию 2,5 часа по Беловежской пуще и посмотрим с вами самый древний дуб этого леса, которому 600 лет. Вот посмотрите сейчас повнимательнее. Это самый огромный подарок. Именно подарок, который нам в наследство оставили еще наши далекие-далекие предки. Дорогие друзья, вот этому дубу уже 400 лет.
И таких деревьев по всей территории Беловежской пущи насчитывается более 1000. У каждого дерева есть паспорт. Каждые 5 лет производятся наблюдения и записываются изменения дерева и так далее. Даже когда дерево падает, вот, например, как здесь, наблюдения все равно продолжаются до тех пор, пока дерево не уйдет в землю. И вот только когда дерево уходит в землю, и только тогда дерево перестает быть достоянием республики, и его исключают из всех реестров. Вот это, дорогие друзья, лишайник. И это есть индикатор чистоты воздуха. А сейчас, ребята, мы находимся уже в музее бытности. Здравствуйте. Добрый день. Ой-ой-ой. Они тоже хотят травки? Вас никто не кормит, забирайте. Господи. Мамочка. Ну, запах, конечно, самогоночный, такой ядреный. Дали подарки. Покажи. Это самогонка. Смотрите, такие наборчики. Самогоночка, сальса. Сказали, нужно выдохнуть, выпить самогон и потом вдохнуть. И, наверное, потом закусить салом. Такой самогон можно купить только на территории Беловежской пущи. В других местах его запрещено распространять. Поэтому 2 эти бутылочки поедут как сувениры в Казахстан. Ну, а сало мы сейчас с вами съедим. Мы приехали к тому месту, ради которого мы, в принципе, поехали на автобусный тур. Это к дубу патриарху, которому 600 лет, ребята. Я хочу показать вам масштабы. Вот я возле дуба, и вот какой он широчайший просто. Представляете, ему 600 лет, может быть, даже 800. Это приблизительно 600. Представляете, до него еще дотрагивались люди, жившие 6 веков назад. Это просто невероятно. Говорят, что если к нему подойти и обнять, то дуб даст долголетие и наделит своей силой. Вот уже обнимаемся. Дима пытается его обнять, конечно, но, как понимаете, не очень-то выходит. Ну, теперь, я надеюсь, где-то 120 точно прожить. В Беловежской пуще очень много разных классных маршрутов. Можно съездить в резиденции Деда Мороза и так далее. Очень классно ездить на велосипеде, но если вы хотите прям углубиться в историю Беловежской пущи, узнать о ней что-то, то лучше всего взять вот такой вот автобусный тур, который занимает 2,5 часа. Мы узнали много интересного, много классных фактов, поэтому обязательно воспользуйтесь этой услугой. На обратном пути мы заехали в Косово. Только не путайте с Балканами, Косово — это маленький такой городок в Беларуси. А за моей спиной находится настоящий готический замок. Этот замок построен еще в 19 веке в неоготическом стиле. Его еще называют замок с привидениями. В замке было 132 комнаты, и каждая из комнат имела свой цвет. Например, сейчас мы в фойе «Голубая комната». Я считаю, у каждой уважающей себя девушки должно быть селфи вот в таком роскошнейшем зеркале. Надо почитать, сколько ему лет. Можно полюбоваться на веера 19 века. Посмотрите, на французские, Франция, вообще на французские веера, английские веера. Просто невероятно. Как он такое? Роспись 1770-е годы. Дамский кошелек начала 20 века. Из серебра. Посмотрите на этот потрясающий изумрудный камин. Очень роскошный цвет. Насколько его передает камера, не знаю, но выглядит невероятно. Как вам такой экспонат? Часы, вторая половина 18 века. Девочки, посмотрите, это мода 1840-х годов. Представляете, платья английские. Если хотите знать, как ходили модницы того времени, то пожалуйста. Мне, конечно, очень понравилось вот это платье в стиле арт-деко. Ну, выглядит прям очень классно.
Экспозиция оказалась не очень большой, поэтому специально бы, наверное, из Минска я бы не стала ехать сюда. Но если по пути, то в комплексе с какими-нибудь другими достопримечательностями очень даже прикольно. Зато посмотрите, какие красивые виды открываются с крыльца этого замка. Просто невероятно красиво. Такие белорусские просторы. Спасибо, друзья, что провели это теплое время в одном из уголков нашей уютной Беларуси. До новых встреч!